Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем интересный ажурный узор, который называется ажурная резинка. Идеальный узор для вязания свитеров, весенних шапок, кардиганов и многого-многого другого. Очень красивый и простой в исполнении. Прежде чем мы начнем вязать, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Раппорт узора 7 петель в ширину, плюс 2 петли для симметрии, плюс 2 кромочные петли. В высоту всего 4 ряда. Узор вяжется очень-очень просто. Для образца я наберу всего 7 петель на основной узор, плюс 4 петли, 2 для симметрии и 2 кромочные петли. Итого 11. Набирать буду обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Одну спицу мы достаем, первую петлю я всегда провязываю лицевой для того, чтобы нам закрепить. И начинаем с самого первого ряда. 2 изнаночные. Далее из 2 лицевых петель нам нужно провязать 1 лицевую с наклоном вправо. За передние стенки вставляем правую спицу слева направо, захватываем рабочую нить и провязываем лицевую петлю. Далее по узору накид, лицевая петля, накид. Из следующих 2 петель мы вяжем 1 лицевую с наклоном влево. За задние стенки лицевая с наклоном влево. И 2 петли для симметрии изнаночными. Ряд заканчиваем изнаночными. И кромочная тоже изнаночной. Первый ряд готов. Второй ряд мы вяжем по узору. 2 лицевые петли и 5 изнаночных. Раз. Накиды предыдущего ряда мы вяжем также изнаночной. 2, 3, накид изнаночной 4 и 5. И 2 лицевые петли для симметрии. Кромочная. Третий ряд мы вяжем просто по узору. 2 изнаночные, 5 лицевых, 2, 3, 4 и 5. И 2 петли симметрии изнаночные. Кромочная, изнаночная. И последний 4-й ряд мы также вяжем по узору. 2 лицевые, 5 изнаночных, 3, 4, 5 и 2 лицевые петли. Кромочная. Вот и весь наш узор. По такому маленькому образцу очень плохо видно, что у нас за узор получается. Давайте вот этот самый первый ряд мы сейчас свяжем еще раз. Получается не от наборного ряда, а уже в вязании. Итак, первый ряд кромочную сняли, 2 изнаночные петли. Далее я вяжу бабушкиным способом, поэтому петли лицевые у меня смотрят правой стенкой за спицу, то есть за работу. Для этого, для узора нам нужно перевернуть вот эти петли, вернее развернуть правой стенкой, чтобы она смотрела на нас. Завожу правую спицу за передние стенки и вывязываю из 2 лицевых 1 лицевую с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Далее из 2 следующих лицевых петель нам нужно провязать 1 с наклоном влево. Для этого мы вставляем спицу правую за правые стенки. В моем случае они лежат сейчас за работой. Если вы вяжете классическим способом, то вот эти петли 2 у вас наоборот развернуты правой стенкой на себя. за задние стенки лицевая с наклоном влево и петли симметрии 2
2 изнаночные и кромочная. Готово. И далее 3 ряда по узору. 2 лицевых, 5 изнаночных. Накиды предыдущего ряда вяжем изнаночной петлей. И 2 лицевые петли. Кромочная. И еще 2 ряда мы вяжем по узору. 3 ряд. 2 изнаночных, 5 лицевых. 2 изнаночных, кромочная. И последний 4-й ряд, 2 лицевые, 5 изнаночных, и заканчиваем 2 лицевые. Все, очень и очень простой узор, а какой красивый получается. Вот он, этот чудесный узор. Я его показываю поближе. Очень красивый, быстрый в исполнении. Я думаю, вы уже заметили, что вязать его очень-очень легко и быстро. И вот такой вот он шикарный. Ажурная резинка. Потрясающе тянется. Изнаночная сторона аккуратная. Красивый узор для вязания любых изделий, которые вам только захочется связать. Очень красиво, быстро и просто. Этот узор также легко можно связать и в круговую. Пробуйте, вяжите, у вас обязательно получится шикарные, очень интересные и красивые изделия. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. И до встречи в новых видео. Пока-пока.